Прикольно. Всем привет, добро пожаловать на канал Russian Progress. Это канал для изучения русского языка через контент на русском. И сегодня я хотел бы поделиться своими впечатлениями о Красноярске, потому что я недавно туда съездил. Сам вообще я из Новосибирска, и между Новосибирском и Красноярском всегда царил такой спор, какой город является условной столицей Сибири. Я съездил проверить и расскажу вам о своих выводах. На Boosty и Патреоне вы найдете транскрипцию к выпуску, ну и также там есть абонементы на уроки. Если хотите развивать не только понимание русского языка, но и говорение, то там есть такая возможность. Всем, кто уже там, огромное спасибо. А мы начинаем. Немного информации о Красноярске. Красноярск был основан в 1628 году. Это один из старейших сибирских городов и самый большой древний сибирский город. Его население насчитывает 1 200 000 человек. Это самый восточный из миллионников России. По-моему, он на 7-м месте. В Новосибирске население 1,6 миллиона. И тут не совсем понятно, почему красноярцы думают, что их город столица, потому что, 1,6 и 1,2. И на самом деле ощущается разница в масштабах, то есть Красноярск, он более компактный город, более узкие улицы. Теперь касательно впечатлений. Когда я заезжал, как я вообще поехал в Красноярск, я поехал туда на поезде, на ночном поезде. Ехал я 12 часов, и на самом деле достаточно удобно, ты просто ложишься спать в поезде. У нас специальные поезда с кроватями, называется плацкарт или купе. И все, на утро я уже был там. Я заранее забронировал хостел. У меня была одна комната в хостеле отдельная. Стоило это где-то 1800 рублей. Вот самое первое впечатление было таковым, что я увидел какой-то рельеф, то есть не просто равнина, как Новосибирск и вообще большинство, наверное, городов. И для меня это необычно, потому что я прожил в городе, где все ровно, и это скучновато, если честно. Вот рельеф Красноярска в этом плане более выигрышный. Второе впечатление — это был вокзал и привокзальная площадь, скорее, которая меня уже разочаровала. То есть, когда в Новосибирске ты выходишь с вокзала, ты видишь какой-то масштаб, какую-то большую территорию. Не сказать, что супер облагороженную, но при этом ты видишь вокзальную магистраль, большую, широкую, ты видишь какие-то другие большие улицы, но в Красноярске ты сразу видишь, что меньший масштаб и какие-то непонятные странные здания, что-то новое, что-то старое. В общем, какой-то хаос происходит на этой площади. Ну и в целом, как отреставрировали вокзал, мне тоже не очень понравилось. То есть какие-то золотистые вот эти цифры, буквы, такое себе. Вот. Это мне не понравилось. Ну и дальше, когда идешь, не совсем понятно, что является главной улицей. Я шел по той, где были новостройки. Ну и новостройки в целом неплохие были. Я там позанимался немножко спортом, там была спортплощадка. Дальше первое столкновение с исторической частью Красноярска было, когда я увидел старый дореволюционный католический храм. Он был построен в 1910 году, по-моему. И да, такого в Новосибирске нет. И причем увидеть такое где-то в глубине Сибири довольно необычно. И вот я добрался до центра города. Там я увидел историческое наследие Красноярска, и в этом плане, конечно, Красноярск выигрывает. В то время, когда Красноярск активно застраивался, на месте Новосибирска либо ничего не было, либо была деревушка. Поэтому, конечно, исторических старых домов в Красноярске больше. Не только деревянных, но и каменных. Ну и вот там я в этих исторических домах нашел себе кофейню, где я позавтракал. Стоило это где-то 700 рублей. И говоря о кофейнях и заведениях, в целом для меня это очень важное место. Можно сказать, для меня это офис, потому что я монтирую видео, работаю именно в кофейнях, мне это нравится. И, если честно, я не нашел такой же крутой кофейни, как у нас на Сибирске Скуратов. Там Скуратова вообще нет. И, по-моему, даже нет сюрф-кофе. Но есть Академия кофе, которая новосибирская кофейня. И есть несколько других. Но если в целом говорить про кофейную культуру в Красноярске, мне кажется, в Новосибирске она выигрывает. Не говоря уже о других каких-то городах России. Тот же Екатеринбург. Потом я пошел до хостела, заселился. Хостел был классный, единственное, был далековато от центра. Но вот это такая возможность посмотреть не только центр, но и еще другие районы. То есть до центра это где-то минут 40. В общем, я сначала туда ходил пешком, потом брал самокат и добирался на самокате. Очень удобно. Потом Таня, моя подруга из Томска, которая живет сейчас в Красноярске, позвала меня
на природу. Есть там такое место, называется Торгашский хребет, куда ты можешь подняться по лестнице, благоустроенной лестнице, которая, кстати, самая длинная в России. И это такая местная достопримечательность. Ну и я собрал вещи, поехал, добрался до туда, мы встретились и с Таней и ее подругами взяли эту вершину. Кстати, было несложно подниматься. Ну и там рядом еще столбы знаменитые, красноярские, докуда я не добрался, но я оставил это на потом. Тут я увидел еще одно преимущество Красноярска относительно Новосибирска и других городов. Это то, что в этом городе тесно очень переплетается природа и городская инфраструктура. То есть мне, как жителю Новосибирска, чтобы увидеть такую природу, нужно ехать сотни километров в сторону Алтая, а красноярцы имеют это под рукой. Достаточно сесть на автобус, и за час ты доедешь до тех же столбов или других горных маршрутов. На следующий день мы решили съездить с Таней и ее подругами в славный город, в дивный город Дивногорск. Это город, который был основан в 50-е годы, неподалеку от места, где строили ГЭС, Красноярскую ГЭС, вторую по величине в России после Саяно-Шушенской. И город действительно оказался дивным. Он получил свое название от дивных, прекрасных, замечательных гор на противоположном берегу. И да, это очень красивый вид, то есть ты живешь в своей пятиэтажечке с видом просто на $1 000 000. Вот. Он, кстати, довольно обустроен, то есть видно, что ребята в Красноярске и в Красноярском крае занимаются благоустройством. Это видно не только по Красноярску, об этом я чуть позже расскажу, но и вот по Дивногорску, по Енисейску, в который я тоже заехал. То есть есть спортивные площадки, детские площадки, места для туристов, какие-то кафешки. Вот. В общем, неплохой городок. Если будете в Красноярске, заезжайте еще и туда. После этого я 2 дня гулял по городу, не ходил по музеям, старался изучить как можно больше город. И здесь я хочу упомянуть остров Татышев. По-моему, это одно из самых благоустроенных мест вообще в России. Я читал на Википедии, что Красноярск выиграл какую-то премию по благоустройству, и я убедился, что это не зря, потому что действительно городом занимаются очень современное благоустройство, современные лавочки, современные фонари, плитка, какие-то места для комфортного отдыха. Я когда там был, было уже поздно, я не заснял, но я вставлю какие-то картинки. В общем, было бы здорово там как-то отдохнуть, провести время, но да, я там был вечером, и с собой не было книжки. Если была книжка, я обязательно там где-нибудь развалился на шезлонге и почитал. В общем, место вообще шикарное. Красноярцам очень повезло. Касательно архитектуры, что мне понравилось и не понравилось, это понравилась дореволюционная застройка и не понравилась советская. Вот когда ты поднимаешься на часовню, где я записывал вступление к одному из подкастов, открывается классный вид на город, но многие дома советского времени, именно позднего советского времени, 60-х годов, которые выглядят очень депрессивно. Вот эти серые хрущевки, брежневки. Я надеюсь, что в будущем их будут как-то штукатурить, облагораживать. Кстати, во многих городах это делают. В Белгороде, насколько я знаю. Из тех, где я был, в Перми, тоже их очень круто реставрируют. Вот. Не говоря уже там о Германии, как превращают хрущевки в какие-то таунхаусы. Ну, в общем, да, это такой аспект, который... Один из немногих аспектов, который мне не понравился, но это, опять же, не проблема Красноярска, это проблема в целом городов России. Ну, еще у меня оставался день на то, чтобы поехать в Енисейск. Я слышал об этом городе, во-первых, из рассказов моей бабушки, потому что моя бабушка там жила и работала 4 года в молодости, когда ей было 19 лет. Она туда переехала, точнее, ее туда направили по распределению в Советском Союзе, когда ты отучился, тебя государство отправляет куда-то на работу, иногда это другой город. Ну и вот, и помимо этого я слышал от разных урбанистов, которые говорили, что там проводилось благоустройство, этим городом занимаются, и мне хотелось туда съездить. В общем, я взял автобус утренний, из Красноярска это 6 часов в одну сторону, и обратный у меня был через 3 часа. То есть у меня было 3 часа всего на прогулку, но я все равно решил поехать, потому что, да, это важное место, и было бы здорово отправить фотки оттуда бабушке. Ну и вот, когда я приехал, я не пожалел нисколько, потому что
я оказался в каком-то древнем русском городе со старыми домами, старой архитектурой, причем благоустроенным. То есть ухоженный старый город, которым занимаются. Я в этот момент позвонил бабушке, мы с ней вышли на видеосвязь и прогулялись вместе по городу. Мы нашли место, где она жила, дом, в котором она жила, и здание, где она работала. Вот. Так что тоже было очень круто. Еще такое интересное наблюдение, когда я гулял по Красноярску и смотрел на все, что меня окружает. Город очень комфортный, очень классный, то есть огромное количество кофеин, огромное количество каких-то точек притяжения, где продают кофе на вынос в этих автобусах. Но все равно, когда я вспоминал, что это Сибирь, почему-то мне не нравилось. То есть, когда я смотрел на эту же точку, на этот же вид, и думал, что это какая-нибудь европейская часть России, то есть, не знаю, там Пермь или Нижний или еще что-то, сразу выглядело лучше. Я не знаю, с чем это связано, наверное, с тем, что Сибирь для меня это что-то привычное, и мне хочется какой-то экзотики, но вот было такое впечатление, то, что когда я вспоминал, что это Сибирь, я такой, не так интересно. Ну и в целом, несмотря на то, что город довольно комфортный, комфортнее Новосибирска для жизни, как мне кажется, я не думаю, что я хотел бы там жить. Во-первых, из-за географического расположения. И опять же, это не только проблема Красноярска, да, просто, на мой взгляд, чем ближе город к Москве, тем лучше. Кстати, по этой причине я переезжаю скоро жить в Нижний Новгород. Об этом будет отдельный выпуск. Это такой спойлер. Потому что Новосибирск тоже не сказать, что суперудобное место, но хотя бы у нас такой транзитный город, у нас очень много рейсов, недорогих, до Москвы, до Петербурга, до других каких-то ближайших стран, или до Таиланда, например. Вот. В случае с Красноярском билет оттуда дороже и дольше лететь, поэтому это минус. Ну, еще, опять же, это Сибирь, это холод. И, насколько я знаю, из-за вот этого окружения гор вокруг, там довольно плохо с экологией, а в Новосибирске в этом плане лучше. Хотя город больше, и здесь больше машин. Поэтому на настоящий момент я делаю такой вывод, что Красноярск более интересный город, более красивый, более комфортный, но все равно он не обладает столичным масштабом Новосибирска. Когда ты приезжаешь в Новосибирск, ты видишь эти проспекты, ты видишь эти дома большие, и совершенно другое впечатление. То есть я бы сказал, что столицей Сибири все-таки является Новосибирск, экономической, транспортной, географической, а просто классный, хороший город, который стоит посетить, это Красноярск. На этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели, послушали. Жду вас в Инстаграме, в Телеграме, на Бусти, на Патреоне, если хотите поддержать проект. И увидимся в новых выпусках. Пока!